Как вы можете верить в Троицу, ведь это нелогично. Как три может быть одним? Условная вот картина, да, протона или нейтрона – это три кварка, которые сами по себе отдельно не существуют. Это хорошая аналогия Троицы. Три кварка, которые составляют протон, одно целое, и друг от друга не существуют. Причем в этих кварках два верхних, один нижний. Они все различаются, они называются красный, синий и зеленый. То есть они все различные, эти три кварка, которые составляют протон. Как три лица Пресвятой Троицы. Отец, Сын и Дух Святой. Это три разных лица, которые являются одним Богом. У них общая природа. Тоже мы знаем, есть Отец, который является началом всего, и Дух Святой, и Сын, которые от Него, соответственно, исходят и рождаются. Допустим, есть такое понятие, как квантовая логика. Вот есть, допустим, аристотелевская логика, да, которой мы обычно пользуемся. А есть логика квантовая. И согласно квантовой логике, 3 вполне может быть равно 1. Этим выступлением поп закопал сам себя и все христианство. Кварк – это треть протона, его часть. А христиане говорят, что Отец – это Бог целиком, Сын – это Бог целиком, и Дух – это Бог целиком. Значит, ваша же аналогия вас и опровергает. Либо Бог у вас состоит из 3 частей, то есть кусков, как конструктор, либо аналогия с кварками просто ложная, третьего не дано. Он говорит, кварки бывают верхние, нижние, у них разная масса, разный заряд, то есть они не равны между собой. Этим сравнением он только что сделал Сына и Духа неравными Отцу. Это уже не триединство, это ересь по вашим же догматам. А что касается квантовой логики, то суперпозиция не означает, что 3 равно 1. Если объяснять Троицу с позиции квантовой логики, то в состоянии суперпозиции мы не знаем, кто Бог, Отец, Сын или Святой Дух. Вероятно, он может быть кем угодно из них. Но как только функция сколлапсировала, Бог воплотился в Сыне, это автоматически отменяет 2 остальных варианта. То есть Бог не Отец и не Святой Дух. А Бог это Сын, Бог материален. Вся эта концепция по сути является язычеством. Чем дальше учение от истины, тем сложнее найти ему подтверждение в реальности. Им пришлось лезть в кварки, в глюоны, в квантовую логику, и все равно не сошлось. А теперь посмотрите на истинное единобожие. Куда бы вы ни посмотрели, хоть в телескоп, хоть в микроскоп, хоть в квантовую логику, везде найдете его подтверждение. Без единобожия этот мир не существовал бы вообще, а он существует и очень гармоничен. Значит, управляющий один. Это видит и ребенок, это понимает пастух. Для объяснения этого не нужна софистика. Поэтому, дорогие христиане, возвращайтесь к истинному единобожию.